Так, ребят, всем привет. Мы тут на вечернюю прогулку выбрались с Митяем. Настроение вроде нормальное. Что-то дома сидел сегодня целый день, монтировал прошлый видос. Здесь вон уже какой-то кошмар творится. Все взрывается, пердит, свистит и кашляет. В общем, мы приехали в место, которое на карте отмечено как Night Market. По идее, это ночной вьетнамский халонгский рынок. И он находится вот здесь. Но смотрите, там ни хрена нет, потому что все смотрят вон туда. А там, на пляже, расположены гигантские сцены. Вон она сияет, видите? И, в общем говоря, на этих сценах выступают какие-то кей-поп звезды, танцуют полуголые девочки и взрывают вот такие фейерверки. И я не знаю, такое ощущение, ребят, что это здесь происходит абсолютно каждый день. Может быть, и мы просто вовремя приехали. Здесь должна быть рыночная площадь, где должны продаваться вьетнамские товары. И все тоже должно здесь сиять, светиться и так далее. А вот тут должно начинаться. Да, а теперь смотри, здесь единственное, что вон там дети катаются на каких-то машинках. Ночной рынок закрылся раньше времени. Ого. Мы, кстати, пропустили, недавно был фестиваль фейерверков в Дананге. Там выступали команды с разных стран мира. Ну вот хотя бы здесь посмотрим на салюты. Короче, маркета никакого здесь не оказалось. Двигаемся в сторону вот этого мероприятия. Обалдеть. Здесь тоже, смотрите, сцена стоит. Короче, город заряженный на тусовки, но что-то вот... Сейчас вы сами все увидите, в общем, я не буду ничего говорить. Сами увидите, как выглядят здесь местные тусовки. Вот этот фейерверк, это было открытие этой сцены сегодняшнего дня. Да, запустили движуху. Запустили движуху. Так, приближаемся потихонечку. Впереди это набережная, по которой мы гуляли. И вот такая вот движня. Ну я сцену-то показывал, когда она не была запущена в прошлом видосе. Выглядит прям как какой-то сенсейшн фестиваль. Здесь зрительские трибуны, чтобы за всем этим наблюдать. Но людей не так уж и много. В общем, вчера мы с Митяем прогуливались тоже возле этой набережной и останавливались возле вот этих двух больших сцен. Это очень странное событие, то есть там внутри, перед сценами, не танцуют люди. Там стоят столы, на столах тарелки, и они как бы там едят, я так понимаю, или бухают. Ну, в общем, это что-то на странном. Может быть, так отдыхают фанаты кей-поп музыки. Решено еще раз приблизиться к этим двум сценам. Будет очень громко. Ни хрена не слышно. И сейчас увидим, что там происходит. Сегодня народу на этой тусовке побольше, потому что вчера мы, когда здесь были, внутри вообще никого не было. А сейчас смотрите, сколько машин стоит. Ну, прям настоящий фестиваль какой-то начался. По поводу музыки, ничего не могу сказать. Это странное музло, очень быстрое. Я не знаю, что-то типа какого-то смеси транса, техно и кей-попа. Сегодня, чтобы вы понимали, вторник. Вот так люди отдыхают. Вчера был понедельник. Мы думали, наверное, потому что понедельник людей нет. А теперь день спустя. Просто весь город сюда приехал, такое ощущение. Ну что, мы практически в самом центре. Сейчас нам нужно будет перейти дорогу еще туда. Но уже какая-то каша начинается. Люди так и делают. Они просто идут и все. Итак, заходим. Мы сейчас находимся между двумя сценами. Вот это правая поменьше, а вот это мейн, самая большая. Получается, внутрь зайти можно только за бабки. А мы вот так вот можем посерединке посмотреть все сбоку. Но в целом красиво, я ничего не могу сказать. Так, я было уже подумал, что сегодня
Сегодня здесь никаких девочек не будет. А оказывается, вот они. Left to the right. Now we got it, guys. We're getting a little bit of a lead. But then I'm going to JJ go. Go, go. Let's go, check it out, man. Короче, мы решили отсюда сливаться. Здесь очень жарко, но и вы сами все видели. Жду ваших реакций в комментариях. Что вы думаете вообще о таких мероприятиях? Единственное, что меня порадовало на всей этой тусовке, это милые танцующие девочки. Что? Это что, руки вверх? Это пиздец. Не знаю, как по-другому это назвать, но это какой-то азиатский кринж. У всех разное представление о пати, но, я не знаю, в основном на тусовках либо пьют алкоголь, либо едят наркотики. Слава богу, что эти люди не едят наркотики. Музло, конечно, такое, да, смесь скутера с руками вверх. Как бы, вроде бы интересно, но да, вот там вот сколько. Но я понаходился минут 10, меня подутомило немножко. В общем-то, это вот самая тусовая набережная города Халонг. Протяженностью, наверное, не знаю, километра 3 вперед. И в обратную сторону тоже. Справа находится пляж, слева находится туристическая часть города, которую мы еще практически не исследовали. И впереди, где-то там далеко, виднеется колесо обозрения. Включить Бро, это какая-то виманская технология, блин, что это такое? Вот это втыкаешь, в банку, значит, начинает что-то набираться или что? Бро, ты смотри, ты можешь из матрицы выйти, если это сделаешь. Думаешь, это типа морфиум? Берем себе по холодному кокосу, потому что дико жарко. Возле этой тусовки, просто когда мы там постояли в глубине, там как от пчелиного улья, вот это жар прямо аж идет, такой ву-ву раскачивает. Это красивые домики какие-то голографические. Вот эти птички, кстати, по всему Вьетнаму. Кто знает, в комментах напишите, кто застройщик и что это за компания, вот эти птички. И почему, блин, их так много по всему Вьетнаму. То есть сколько это денег вообще? Это какой-то мультимиллиардер все это строит или кто? Я думал, что селфи останутся только в Индии, но на самом деле они остаются со мной и по сей день даже во Вьетнаме. И что за дела? Это же мусорской стакан, только без надписи «Полиция». И там сидит какой-то чувак с погоном. Вот так они развлекаются тоже. В общем, сидели там на пропете, гуглили, куда вообще можно сходить ночью в Халонге. Что-то как-то все это не просто дается. В общем, из ближайших достопримечательностей, так как мы пешочком, решили дойти до моста. Вроде говорят, это какой-то красивый мост, красиво подсвечен. А вот здесь, кстати, слева, смотрите, аквапарк, походу. Куда-то мы все идем. Интернациональный круизный порт. Отсюда отправляются все самые дорогие круизные лайнеры. А вот эта большая хрень, это фуникулер. Мы пока не поняли, откуда на него нужно садиться и сколько это стоит. Памятник Шишки. Да, такому поклонялся Папа Римский. Это знак Пачамамы. А почему Шишки? Мне напоминает яйцо ксеноморфа. Ну, есть такая штука. Прогуливаемся мы сейчас по левому полуострову. Ну что я могу вам сказать? Красиво,
монументально. Да, где-то светятся вот эти дома сзади. И есть вот всякие вот такие арт-объекты, сооружения. Но в общем и целом создается впечатление Халонги, что здесь стопудово, вот прямо в данный момент идет мегастройка. Ну, прямо реально мегастройка. То есть видно, что здесь выкупили всю эту землю, и все вот это, вот эти все плакаты, то есть за ними строятся будут дома. Везде сваи, здесь сваи, вон там, видите, сваи. Реально, то есть мы еще здесь не смогли прогуляться в таком вот месте, где не было бы какой-то стройки. Так что видно, что этот курорт, ну, прям развивается семимильными шагами. Паспорта зданий просто какие-то нереальные. Огромные резорты, американские горки целые, парки развлечений. Что с этим городом будет лет через 10, сложно даже представить. Я думаю, что это будет какой-то вьетнамский Лас-Вегас, может, или что-то типа того. Потому что, ну, он даже уже сейчас такое впечатление создает, что здесь прямо нацелены все на то, чтобы тусить. Вон оно, это колесо. Это оно же? Это оно, да. Оно здесь одно единственное колесо на горе. Смотрите, справа какой-то остров. Один из. Кстати, прикольно. До него можно дойти? Офигеть, остров просто размером с небоскребы. Представляете, какой он высоты? И даже в охранника не сидит в будке. Можно вот засквотить себе здесь в любой из этих домов и поселиться тут. Что, мы, может, переезжаем и тебе палатки тут раскинем? Просто гигантская хрень какая. И классная скала, мне она нравится. Мне кажется, что там возле нее что-то будет интересное. Наверху нее маяк стоит. Вон он, этот мост, виден. Но только он не светится. Вот почему они, блин, зажгли все, кроме моста. Колесо не работает, обозрение почему-то сегодня. Фуникулеры тоже не работают. А на пляже тусня, типа как бы, ну, во вторник тусить нормально, а все остальные городские объекты закрыты. Может быть, для того, чтобы все туда пошли и потусили там. Слушай, бро, а как мы на этот мост вообще поднимемся? Смотри, как он высоко, а мы внизу находимся. Нам нужен крюк Бэтмена. Джеймон Селивый Боб тоже. Ага. В общем, мы дошли до какой-то набережной неподалеку от бухты. Вот он, этот мост. Кстати, мост длиной 4 километра. Не такой уж и большой. Жаль, конечно, что не светится. О, Кока-Кола. Митяй, бери-ка вот эту баночку Кока-Кола, она сейчас нам пригодится в скором времени. Сейчас пока непонятно реально, что делать, потому что, ну, гулять по такому городу, объемы у него просто огромные. То есть здесь 6-полосная или 8-полосная дорога гигантская, чувствуешь себя маленьким муравьем. Объемы нужно проходить просто огромные, а сейчас еще достаточно жаркий климат, душно, практически нет ветра. Ну, поэтому просто мы устаем достаточно быстро. По поводу скутера обновления. В общем, мы тут уже узнали контакты, где можно арендовать скутер. Я списался с этими людьми. Короче, сегодня не получилось снять скутер, потому что женщина там что-то не смогла спуститься. Сказала, приходите завтра. Так что завтра попытаем удачу еще раз. Арендовать себе транспорт. И вот уже когда мы будем с транспортом, вот тогда уже у нас не будет никаких проблем поехать хоть прямо сейчас на этот мост или на ту сторону города. Ну и вообще в целом перемещаться будет как-то уже попроще. Сегодняшняя прогулка, наверное, у нас скоро будет заканчиваться. Сейчас немножко почилим в этом районе и будем уже потихоньку вызывать себе таксо, отправляться до отеля. Нужно будет начать еще монтировать это видео. И, в общем, ну, дел, короче, хватает. Не только же все путешествовать, смотреть и кайфовать, поработать тоже придется. Пока мы опустошаем эту баночку Кока-Колы. Для чего? Нашли себе вот такой спот. Там чувак сидит, рыбу ловит. Вообще здесь тихо, спокойно оказывается. В общем, мне нравится то, что в этом городе есть... Ну, он реально, он достаточно объемный, но при этом уютный. И здесь прям чувствуется, что если долго здесь жить, то... Ну, грандиозное количество мест, я уверен, есть спотов, на которых можно классно провести время, потусить, почиловать. Например, вот этот остров впереди. Почему-то вот, ну, кажется, что наверняка там где-то рядом с ним есть какая-нибудь классная площадочка или еще что-нибудь. Можно как-нибудь сделать будет именно вечер тусовки. Вечер тусовки? Что ты имеешь в виду? Ну вот идем в какие-то именно, выбираем такой маршрут с тусовочными всякими местами. Без алкоголя? Ну, наверное. Ну, точно без алкоголя.
А? Точно без алкоголя. Ну, типа, без алкоголя, тусить без алкоголя. Ну да. Ништяк. Давай. Экскурсионная, да, прогулка по каким-то, я даже не знаю, вот этим вот местам. Будет ли там что-то интересное, не будет. А по каким местам? Ну вот типа тусовочная часть города. Если тут такая есть, где гуляют, там ходят. Бро, ну мы только что шли через эту Ну, тусовочную в принципе, часть да, города. и мы уже, наверное, ничего не найдем. Мы просто видели сейчас самую тусовочную и туристическую часть города. Это вот этот огромный пляж. И вдоль этого пляжа, собственно, все и тусуются. Мы сейчас находимся на южной стороне, на южном полуострове находимся. Вот этот мост ведет на северный полуостров. В северной части города есть только вот эти вот здания. Сколько там? Раз, два там небоскреба. Еще один вон там. Ну, мы И просто ничего не видим. да, и парк развлечений. И вот за этой горой мы не видим, что находится. То есть, может быть, это тоже какая-то интересная часть города. Но я думаю, когда мы уже байк себе возьмем, мы покатаемся там, посмотрим. Доберемся уже до туда.